Только представьте, солнечный сентябрьский день 2026 года. Все люди, которые получили ПМЖ Кипра и купили недвижимость на Кипре, свободно путешествуют по Европе без всяких сложностей, а их недвижимость, в которой они, собственно, живут, подорожала на 40%, потому что Кипр вступил в Шенген. И только где-то сзади слышится такой вопрос. Блин, а почему же я в 2025 году не купил недвижимость на Кипре и не получил ПМЖ острова? Знакомо? Сейчас мы находимся в этой точке. Окно возможностей еще открыто, но петли начинают поскрипывать и окно начинает закрываться. Почему? Кипр обозначил четкий курс на вступление в Шенген. Во-первых, уже завершена инсталляция системы Schengen Information System. Это главный критерий для того, чтобы страна вступила в Шенген. Начаты аудиты на границе, в полиции, все службы проходят аудиты европейской системы, и совсем скоро этот процесс будет завершен. Кроме всего, на политическом уровне президент Кипра Никос Христодулитис объявил, что вступление в Шенген является главной целью страны на 2026 год. А это значит, мы в самой близкой точке до вступления Кипра в шенгенскую зону. Как это повлияет на инвесторов и людей, которые живут на Кипре, которые приобрели ПМЖ? Вообще, ПМЖ Кипра дает огромную массу бонусов. Это и проживание в европейской зоне, ведение бизнеса по европейским законам, а на Кипре это английское право и много-много других бонусов, включая английскую систему образования и 340 солнечных дней в году, которыми мы все наслаждаемся на этом прекрасном солнечном Средиземноморском острове. На протяжении долгого времени большое количество людей, проживающих на Кипре и имеющих статус ПМЖ, были вынуждены оформлять визы для того, чтобы путешествовать в европейские страны. А это долго, дорого и очень-очень неудобно. После вступления Кипра в шенгенскую зону все эти люди получат право беспрепятственного посещения всех 29 стран Шенгенского соглашения, включая европейскую зону и зону Шенгена, которая достаточно широкая, включает Северную Европу, Швейцарию и другие страны, входящие в Шенгенское соглашение. Формально один документ, а карта Европы открыта полностью. Второе – это недвижимость, как драйвер роста стран, вступивших в шенгенскую зону. Если мы посмотрим на опыт европейских стран, которые уже вступили в шенгенскую зону, то здесь мы можем изучить интересные факты. Например, Хорватия. После вступления в шенгенскую зону за год недвижимость выросла на 17%, а за десятилетие на 80%. Дальше больше. Такие страны, как Болгария и Балтийские страны, после вступления в шенгенскую зону увеличили стоимость недвижимости кратно. Это в десятки раз. И получили рост 200-250% в контексте десятилетия. Если посмотреть на Кипр и нашу экспертизу в рынке недвижимости, то за последние 10 лет прирост недвижимости Кипра составил более 260%. Представьте себе, как вырастет недвижимость после вступления страны в шенгенскую зону. Интересный факт для того, чтобы инвестировать в недвижимость уже сейчас. Какие же на сегодняшний день реальные условия получения ПМЖ Кипра? Во-первых, ПМЖ Кипра получается при инвестиции в новую недвижимость 300 тысяч евро плюс НДС. НДС разнится, он может составлять 5% на первую покупку, либо 19%, если вы хотите сдавать недвижимость или использовать ее в коммерческих целях. Теперь о форматах недвижимости. Какая недвижимость подходит для ПМЖ Кипра? Во-первых, это новая недвижимость от девелоперов. Обратившись в нашу компанию, к нашим лицензированным агентам, вы получите полную подборку всей недвижимости, которую вы можете найти на острове. Кроме всего, это может быть собственная недвижимость, построенная на собственном участке земли. Здесь мы тоже можем вам помочь, потому что наша компания помогает оказывать project management и курировать этапы строительства. В форматы недвижимости можно также добавить коммерческую недвижимость и офисную недвижимость, которую можно приобрести на острове, и эта ниша сейчас растущая и дает очень интересные цифры. Если вам интересно, напишите нам по этому поводу. Кроме всего, можно инвестировать в паевые фонды недвижимости типа РАИФ и инвестировать в недвижимость уже из этих фондов. Это имеет свои бонусы и преимущества, например, как освобождение от подоходного налога на острове. Также можете написать нам, и наши специалисты проведут полную консультацию по этому вопросу.
А мы вернемся к процессу получения ПМЖ. Итак, это покупка недвижимости от 300 тысяч евро плюс НДС. Далее необходимо показать подтвержденный доход за границей от бизнеса, аренды недвижимости, инвестиционной деятельности, любой, который позволит вам официально доказать, что вы зарабатываете деньги. Этот доход должен быть показан от 50 тысяч на основного заявителя, 15 тысяч на супруга и по 10 тысяч на каждого из детей, которых вы включаете в форму получения ПМЖ. Банковский депозит 30 тысяч на 3 года в Банке Кипра, который был необходимым условием для получения ПМЖ ранее, на сегодняшний день отменен, поэтому не нужно ничего вкладывать в банк, вы получаете ПМЖ без этого условия. Кого же можно включить в заявку по получению ПМЖ? Во-первых, это заявитель, его супруга и дети, включая детей с 18 до 25 лет, если они являются финансово зависимыми от вас или учатся в европейском вузе. А родителей включать нет возможности. В 2023 году закон был изменен. Если вы хотите получить ПМЖ на ваших родителей, то это отдельная заявка и отдельная недвижимость, которую вы можете купить на их имя. Теперь поговорим о сроке. Сроки получения ПМЖ по форме 6.2 при покупке недвижимости, описанным в законе, составляют от 2 до 3 месяцев, но в реальности этот срок может занимать от 8 до 12 месяцев в зависимости от загрузки миграционной службы. Почему сейчас, а не потом? На сегодняшний день порог входа в программу ПМЖ Кипра составляет 300 тысяч плюс НДС. Это самый низкий порог входа в программу ПМЖ на территории Европейского Союза. Представьте, что после вступления Кипра в шенгенскую зону этот порог будет повышен до 500, а возможно 800 тысяч евро в зависимости от спроса на недвижимость и правил Европейского Союза. Так поступили исторически другие страны, которые уже вошли в шенгенскую зону и вынуждены были сократить или увеличить порог входа на свою программу ПМЖ. Например, Португалия сократила программу виз по получению ПМЖ на основе покупки недвижимости. Сейчас в Португалии ПМЖ можно получить только при инвестициях в специальные фонды. Испания закрыла программу получения ПМЖ за инвестиции в недвижимости. Мальта сократила программу получения золотых виз по покупке недвижимости. И Греция, соседняя с нами страна, увеличила порог входа в программу ПМЖ с 400 до 800 тысяч в зависимости от региона и выдает ПМЖ не на всю жизнь, а на 5 лет с необходимостью доказательства вашего дохода и новой подачи документов в миграционную службу. Все это будет влиять на Кипр, и после вступления в зону Шенген Кипр вынужден будет пересмотреть условия получения ПМЖ в нашей стране. Это может увеличить стоимость до 500-800 тысяч, как это сделала Греция, либо эта программа будет сокращена, как это было сделано в Португалии, Испании и на Мальте. Сейчас это то самое время, когда необходимо инвестировать и использовать максимально выгодные условия для получения ПМЖ Кипра для вас и вашей семьи. Как на сегодняшний день выглядит процесс подачи на ПМЖ, включая покупку недвижимости? Рассказываю без воды. Во-первых, мы выбираем недвижимость 300 тысяч плюс НДС. Это может быть любая недвижимость от бюджетной за 250-300 тысяч до люксовой 2,5 миллиона плюс в любой точке острова. Это может быть Пафос, Лимассол, Ларнака, горы, побережье, любое место. У нас на канале есть масса роликов, которые вы можете посмотреть, выбрать ту недвижимость, которая вам нравится, и наша команда лицензированных экспертов поможет вам ее купить. После оформления договора купли-продажи и регистрации недвижимости в земельном кадастре вы собираете документы для получения ПМЖ. Также вам в этом поможет наш Family Office, закроет все вопросы по сбору и проверке этих документов, подготовке этих документов в миграционную службу. Однозначно вам понадобится паспорт, справка о несудимости и переведенные апостилированные документы вашей семьи. После этого идет подача в миграционную службу. Мы ждем от 3 до 12 месяцев, когда ваша заявка будет рассмотрена и вам подтвердят получение ПМЖ Кипра. После этого вы получаете пластиковые карты и вуаля, вы живете в вашей недвижимости на прекрасном острове и наслаждаетесь всеми бонусами ПМЖ Кипра. Итак, подведем итог.
Курс Кипра в Шенген определен политически и экономически. Бюрократия любит сюрпризы, но вектор точно определен. В 2026 году Кипр вступит в Шенген. Как сказал президент Никос Христодулидис, на 2026 год у Кипра есть основная задача – вступить в Шенген. Это произведет очень большие изменения на острове, как экономические, так и политические, социальные. Большое количество людей переедут на Кипр, стоимость недвижимости пойдет вверх, а для людей, которые получили ПМЖ Кипра, откроются новые возможности и свобода передвижения по 29 странам Шенгенского соглашения. Это очень важный шаг для Кипра и для людей, которые живут на этом солнечном острове. Если вы задумывались о европейской судьбе для вас, ваших детей и вашей семьи, то сейчас самое время войти в программу ПМЖ по текущим условиям, которые, я напомню, являются минимальные в Европейском Союзе. Для того, чтобы получить полную информацию о процедуре, о недвижимости, как будет выглядеть ваш процесс, подходят ли ваши документы для подачи на ПМЖ, свяжитесь с нами, наш Family Office подготовит структурное предложение, и мы проведем большую консультацию о том, как этот процесс сделать максимально комфортным, безопасным и быстрым для вас и вашей семьи. В 2026 году поезд, конечно же, никуда не денется, но билеты в этом поезде существенно подорожают. Поэтому я искренне рекомендую вам воспользоваться шансом сейчас и оформить ПМЖ Кипра для вас и вашей семьи уже сегодня. А наша компания поможет вам в этом и даст полную информацию о том, как это сделать. Подписывайтесь на канал, если видео вам интересно, ставьте лайк и колокольчик для того, чтобы не пропускать новые. Пишите в комментариях, какие темы еще вам раскрыть о процедурах получения ПМЖ на Кипре, а мы будем ждать вас на солнечном острове. Пока.